I don't want to set the world on fire, on fire, on fire, on fire. Итак, господа, дамы, люди и нелюди и прочие разные, те, которые сегодня посетили нашу обитель ненависти, гнева и прочих разных красивостей. Я вас всех приветствую на, наконец-то, итоговом прогоне Бёрна. А что есть такое Бёрн? Бёрн — это маленькая, злобная и нетерпимая к милитаризму и всяким диктаторам игра. С вами сегодня я, Воля, в очень красивой розовой шапочке. И со мной сегодня мои прекрасные, чудные игроки. Я попрошу представиться, кто сегодня со мной за игровым столом. Ребята, назовитесь, кто вы есть. Здорово, я Хью Джаз. Я не знаю, что. Я был сначала обычным певцом джаза, но в итоге я стал настолько популярным, что я теперь являюсь единственным диктатором моей небольшой страны. Угу. Вот. Маленьким диктатором маленькой небольшой страны. Очень приятно, Хью Джаз. Зато у нас у всех есть музыкальный слух. Да. Сегодня со мной за игровым столом не просто игроки. Сегодня со мной за игровым столом настоящие злодеюки. Диктаторы и дикторессы. Как кому удобнее, собственно, себя называть. Злыдни злодеяний. Злыдни злодеяний. Сегодня мы будем проливать много крови, жертвовать людьми, жертвовать всем, что у нас есть, и, в общем, не стыдиться за это нисколько. Хью Джаз себя презентовал, поэтому прошу, собственно, кто готов презентовать себя? Кто вы есть? Конечно же, я. Я настоящий диктатор, и я приведу свой народ к победе. Ведь только мой народ достоин того, чтобы править этой землей. С вами я, Войцех Санцеликий. Об аплодисментах мы поговорим попозже. Очень приятно. Войцех Санцеликий, очень приятно видеть вас сегодня среди нас. И остается, собственно, последний, но не в важности, герой нашего игрового стола. Я представлюсь позже. Кто вы есть такой? Ну, в отличие от моих тираничных соседей, я настоящая надежда демократии. В нашей стране царил хаос, разруха, тоталитаризм. Но с приходом меня к власти все изменилось. Курс надежды демократии. Очень приятно слышать вас, видеть вас и так далее и тому подобное. Ну и я, собственно, я как полуведущий, полуигрок, ну, вообще это, я не знаю, как это точно называть, но буду называть себя, пожалуй, Йохан Великий Кормчий. В отличие от избранных кем угодно, но не богом, диктаторов на этой прекрасной столе, мой род, моих отца, деда, прадеда и иже с ними избрал Господь, сам великий, сам пришел и избрал, и я готов вершить правосудие, вершить правду и двигать свой народ к победе. Ведь только народ великого Йохана Кормчего в конце концов остается победителем. Собственно, благодарю вас, что представились. Кратенько о том, во что мы будем сегодня играть. И, между прочим, что стоит на кону, помимо всех наших несчастных жизней, что стоит на кону. А на кону у нас стоит, между прочим, очень приятный подарок для одного из игроков или игриц. Как это будет дело обстоять? Прямо в Твиче вы можете голосовать за понравившегося вам диктатора. То есть кто будет выразительнее, кто будет артистичнее, кто будет убедительнее. Глядя кому в глаза, вы поверите, пустите слезу и пойдете за ним убивать и громить другие страны. Тот несчастный диктатор, который наберет больше всего голосов, получит приз зрительских симпатий. Это $10. Купон $10 на DTRPG. Это, собственно, сайт, где они могут приобрести книжечки классные, настольные, ролевые и уже распорядиться этими деньгами так, как посчитают нужным. Однако на засим призы не закончились. Главный комментатор
который будет писать приятности нам, злодеятности, всякие шуточки, прибауточки в чатик, и чья шутка будет признана нашим тайным покупателем, нашим тайным тайным блюстителя порядка в чатах Евой, собственно, тот получит также $10 на то, чтобы купить на сайте TDRPG книжки, те, которые посчитает нужным. Так что я думаю, что за это стоит побороться. Я поднимаю бокал и переходим, собственно, к процессу игры, что мы сегодня будем делать. Перед вашими и моими глазами находится игровое поле. Игровое поле представляет собой некую территорию государства, которую мы, дрожайшие мои террористы, захватники людских душ, будем апроприировать под свои нужды. Поэтому прошу вас, господа, у нас у каждого из вас есть по 1 000 000 жизней. Этот 1 000 000 жизней нужно распределить по вот этому полю, так, чтобы не разрывалась ваша популяция, чтобы не было пробелов, и распределить, более-менее, чтобы все поместились. Давайте этим и займемся. Популяцию или границы? Не-не-не, популяцию. Хорошо. Карточки вот эти вот маленькие поставятся там, где образуются пустоты, чтобы не забывать, что это наши границы и больше ничьи. А у нас тут уже прение по территориям. Да, нельзя отходить вот отсюда. Все. Да, звездочки должны быть заняты. Это наша столица. Считайте, что да. Двигаемся. Вот сюда. Драка, куча мала. Не-не-не-не-не. Так. Блин. Кто-то здесь оставил пустоту. Подвиньтесь, пожалуйста, потому что я вот, например... Ага, спасибо. Надо, чтобы распределились все. Итак, вот у нас очень такой континент, перенаселенный, можно сказать. Но мы же над этим поработаем, правда? Разумеется. Каждая фишечка представляет собой 100 000 человек. Немного, но в масштабе маленького континента достаточно. Собственно, как будет происходить наше действие? Для начала давайте определимся, кто таки ходит первым. Для этого вот киньте, пожалуйста, D6. И тот, кто выкинет меньше, будет первым. Уже определили. Нет, не определили. Ага, то есть, получается, у нас у Урса и Йохана одинаковое количество, и осталось только Войцех. Ага. Давай, Урс, перекинем с тобой, дабы определить первенство. Да что ты... Я вижу, игра началась с той ноги. Да, я понимаю. Так, и давай я еще раз. Ура, еще раз. Наконец-то. Ага, хорошо. Определяем, собственно, порядок нашего хода. Первым ходит Урс. После этого хожу, собственно, я, Йохан, Великий Кормчий. После Войцех, Солнцеликий. И заканчивает наш порочный круг Хью Джаз. Собственно, перед тем, как сделать ход, у нас есть классные карточки, ребята. Если вы уже посещали наш сайт, собственно, где лежит вот эта классная игра в открытом доступе, полностью бесплатная, то смею вас обрадовать, что скоро, совсем скоро в базовую комплектацию игры добавятся карточки случайных событий. Мы уже на прошлой игре, когда попытались все это непотребство записать, мы их использовали. И, если честно, я, которая играла и с карточками, и без карточек, очень сильно их заценила, потому что они действительно вносят некоторую движуху в нашу вот кровопролитную войну. Поэтому, господа и госпожи игроки, вы можете... использовать эти карточки или нет. Оно может как и улучшить ваше состояние на поле боя, так и свергнуть все к чертовой матери. Потому что в прошлый раз там была карточка, по-моему, минус 4 фишечки. Там прям хорошо кто-то просел. Вот, по-моему, это была я. То бишь, как происходит ход? Вы либо выбираете карточку, либо не выбираете карточку. Затем вы записываете коммюнике. Очень важный элемент игры. Прямо перед вами лежат ваши прекрасные мобильные телефоны. В специальный чат, который мы, собственно, создали, чтобы играть по удаленке, вы же и товарищи игроки можете играть, записывая коммюнике прямо на диктофон, сидя друг с другом. Вы будете записывать коммюнике обращение к народу. Вы попытаетесь обосновать, почему же вы пошли кровопролитной войной на соседнее государство. Не пойти кровопролитной войной у вас не получится. Увы.
После коммюнике вы делаете ход. Ход этот может быть либо нападение на кого-то, либо вы можете занять соседние территории, если они пустые. То есть обычно это происходит, когда смертей уже достаточно и все не такое вот классное, заполненное. Либо вы можете сжечь любое количество своих территорий. Для этого у нас присутствуют вот такие классные карточки в центре. Карточки «Жги». Собственно, когда вы объявляете свой ход и объявляете, собственно, противника вашего хода, вы делаете ставки. Ставки делаются в закрытую, пишется в чат, который находится у вас, скажем, сбоку, чтобы вы тоже могли наблюдать это. И по моей команде, вот кто-то уже пытается, кто-то уже пытается тестить данную фичу, и по моей команде отправляется в чат ставки. Если ставки будут равны, то выбранная территория становится пепелищем. Ну, никто не выиграл, собственно, все померли, и трупы остались здесь гнить и покрывать эту землю до конца ее дней. Если кто-то побеждает, то он захватывает эту землю, но свою ставку, то бишь количество своих фишечек, он должен отправить в шкалу потерь. Шкала потерь — это наша такая вот братская могилка вообще всех подряд. Я как раз буду следить за счетом и отмерять по миллиону. Это очень весело мы с вами. Я вам покажу, вам тоже очень понравится. Каждая фишечка на поле — это 100 тысяч человек. Так что как это захватывайте с умом, дорогие господа и дамы. Также в процессе хода кого-то еще вы можете заявить, что помогаете товарищу, поставив вместе с ним любое количество фишек. Это исключительно на добрых намерениях. Вы можете потом его кинуть, на него же напасть. Вы это обсудите в комьюнике. Что самое важное, если ваше комьюнике собрало всеобщие аплодисменты, я уже упоминала об этом, что аплодисменты будут считаться очень хорошим знаком. Если вы собрали всеобщие аплодисменты, вы можете вернуть отсюда, со шкалы потерь, одну фишку себе в пользование. Приятно? Приятно. Поэтому стараемся над комьюнике, толкаем пламенные речи, чтобы все остальные заценили и поставили, позволили вам вернуть 100-другую ваших войск назад. И самое важное, в финале останется только один. И его голос мы услышим в самом-самом конце. Наверное, на этом все. Давайте начнем. Урс, Далее. во-первых, смею вас спросить, вы будете использовать карточки? Или решите, что пока без них? Пожалуй, буду. Это хорошая мысль, потому что мне всегда нравится карточки использовать. Карточки — это здорово. Пожалуйста. Угу. Прошу вас. Так, карточка, соответственно, получается у нас случайным образом. Конечно, да. Тут есть, я не помню сколько, но их больше 10, ближе к 20. Из 20 карточек одна какая-то. Я буду зачитывать, что на ней. Вы тоже держите перед глазами. Да, мне тут сообщают, голос в моей голове сообщает, что голосование началось, поэтому, пожалуйста, господа, швыдче голосуем. Голосуйте, пожалуйста, за меня. Очень хочу свои $10. Ну, это на правах, пожалуй, ведущего. Пожалуйста, ждем твою карточку. Бунт. Если как... Тихо, блин. Если не получается, я могу прокинуть за тебя. Да, лучше прокинь за меня. Хорошо. Я кидаю. И это у нас кадровый голод. Я ищу, что есть кадровый голод. Заслуженные и проверенные кадры внезапно ропщут и саботируют твоим приказом. Не более 3 фишек в следующей ставке. То есть сейчас, когда ты начнешь свой кровавый поход, ты не можешь поставить больше 3 фишек. И об этом знают твои союзники или соперники. Пока непонятно. Пришло время комьюнике. Прошу, запишите его обязательно и произнесите перед своим народом, почему вы начали эту прекрасную кровавую кашу. Ну что ж, дорогие товарищи, я, как только пришедшая к власти Надежда Демократии, узнала о вопиющем нарушении. Оказывается, в соседней стране завелись террористы. Эти террористы саботируют наше производство, саботируют производство в соседних странах. Я уверена, что наши товарищи включатся и помогут нам победить эту угрозу.
Прекрасно. Так. Большое спасибо. Шикарно, То есть- я даже похлопаю. Хорошо. Я Лично думаю, что... я. Ну, пока аплодисменты лишь личное... Погодите, это личный против поклон. меня. Нет. Увы, Хью Джаз. Ну, раз К ты вашим проникся, границам. Ты понимаешь, что на твоей стороне есть террористы. Примите Где помощь. Погоди, я и есть этот террорист. Ладно, хорошо. Итак, Я в тебе конфронтацию, в конфронтацию входят Хью Джаз и Урс Надежда Демократии. Поэтому делайте ваши ставки, господа. Просто пока пишите в чат, ничего не отправляйте. Напоминаю, что та ставка, которая выиграет, отстоит свои интересы. Но если эта ставка, собственно, вражеская, то все бедные солдаты пойдут на убой. Увы. Помогите мне кто-нибудь. Ну, это мы подумаем, конечно. Вы готовы? Да. Итак, на Да. счет 3. 1, 2, 3. Показывайтесь. Ну что ж, Урс, Надежда Демократии действительно побеждает террористов. Какую территорию ты заберешь себе? Вот эту. Так. Зажми долгое нажатие. Ага, вот это. Хью Джаз. Да-да-да, уберите своих людей. Вы можете передвинуть Урс Надежды Демократии на свободные освободившиеся теперь клеточки. Зеленые гексы. Территории? Да, зеленые гексы. Так, чпок. Угу. Итак, у нас первые 300 погибших. Я вас поздравляю, дамы и Стоило господа. того, да? Убить парочку террористов. Стоило. Но террористы убиты, возможно, даже все. Проверим в следующем ходу. Да. Урс, проверьте наличие ваших бойцов. Там, по-моему, так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все на месте. Это лишь моя паранойя. Итак, собственно, пока суть до дела. Ходит Йохан Великий Кормчий. Поэтому я, пожалуй, сделаю так же, как поступил мой предыдущий оппонент. Я похожу карточкой. Я хочу сходить карточкой. Итак, ой, не то. Кадровый голод. У меня ровно то же самое. Ну, бывает. Не больше 3 фишек могу поставить. Собственно, мое время записывать пламенную речь. Как мой отец Йозеф, как мой дед Йо Ханзе, я обязан чтить и лелеять свой народ. Однако и как мой отец, и как мой дед, я обязан также продолжить свое дело в расширении их территорий. Такова жизнь. Я считаю, что таковы правила, я должен следовать традициям своего рода. Империализм, господа, что поделаешь. Я хочу, пожалуй, Войцех. Как вы поживаете? А на вашей границе, знаете, расположились боевики. Мне кажется, что вот здесь стоило бы почистить несколько. Мне кажется, вам нужно запустить на нашей территории сначала независимое расследование. Конечно. Пока за независимое расследование добирается, давайте-ка мы разберемся с вами, как это, по-мужицки. Раз на раз. Так вот, да. На кулачках. Ставки сделаны. Того больше нет. Ставок больше нет. Вскрываемся на 1, 2, 3. Первая сожженная территория. Ребята, как я рада. Войцех, эвакуируйте, пожалуйста, своих солдат. А хотя, что вы эвакуируете? Они умирают. И ваши, и наши. Итак, да, наши грустные лица отправляются почивать в очень грустные могилы. А мы не унываем. У нас все только начинается. Боже, я буду за это гореть в аду. Кто у нас ходит следующим? Сейчас я... Урс. Урс. Нет, Урс уже ходил. Урс ходил. Йохан. Войцех. Я последний. Войцех, да. Войцех, Войцех да. ходит. Пожалуйста. Войцех. Что вы предпримете? Я думаю, при такой явной агрессии соседа не время вскрывать карточки, а нужно действовать решительно. Никаких карточек, ладно. Никаких карточек. Ты очень плохо себя вел. Плохой диктатор. Никаких карточек, блядь. Никаких карточек. Хорошо. Запишите комьюники, не Плохой забудьте. диктатор — это хороший диктатор. А вот об этом стоит подумать. Да.
Итак, мои дорогие верноподданные, на чистоту нашей расы посягает диктатор, возомнивший себя чуть ли не наследником своего уже бога, который, прикрываясь наследием своих предков, явился на нашей земле, чтобы творить разбой. То он нам принес разруху и сожженные земли. Наш ответ будет прямолинейным и решительным. Ничего себе. Я, пожалуй, даже да. Я похлопаю. Вот у нас собраны первые овации, поэтому, Войцех, за вашу пламенную речь вы можете вернуть себе 1 соточку граждан. Пока непонятно, да, куда, ну, а хотя есть куда. Верните на место себе. Итак. Эти люди знают, кто здесь настоящий правитель и за кем нужно идти. Пламенные речи подняли из могил. Я думаю, раз у нас появились общие притязания на эту территорию, нужно их решить. Ну, я За мной считаю. мой народ. А за нами Бог. Ох, как я об этом пожалею. Так. Ну ладно, я, конечно, не хотел никаким образом. Так, ну что ж, решаем конфликт, получается. На 1, 2... Фальстарт. Фальстарт. Значит, я... Все, Йохан начал быстро печатать. Сразу менять циферку. Ра-та-та-та-та. Угу. Так, все, я как-то... Играем честно, я свою ставку сделала. Конечно, да. Да ну точно. На 1, 2, 3. Класс, господа. Мы, короче, жжем границы. Я честно не знаю, как это могло. Мы не сговаривались, это правда. Ну что, еще по 200-очке, получается. Что-то у нас никак с захватыванием земель. Мне что-то не нравится, блин. Кому как. Я избавила землю от Ой, террористов. у нас первый миллион. Поздравьте нас, ура! Миллион смертей. Да, Щелк, миллион и все смертей. пропали. Какая прелесть. Сейчас я прям всех в кучку сброшу в гору трупиков. Вот, будет красиво. Я, пожалуй, это передвину. А здесь поставлю свою вотчину. Пусть она будет. Хью Джаз! Дошла очередь до вас. Настала моя Да. очередь. Дело в том, что у победителя в этой игре есть такая проблема, что он должен, его количество населения должно победить количество бёрнов. Это правда, кстати. Спасибо за Если замечание. ты не справишься, то тогда весь мир обречен. Поэтому у меня будет некоторое коммюнике, но сначала я хочу бросить... Опа! Чистка рядов. У нас... так, я сейчас найду эту карточку. Чистка рядов — это явно что-то нехорошее. Не предвещает ничего здоровского. Так, чистка рядов. Минус одна фишка. Это был заговор, но СБ его разоблачила и уже добилась всех нужных показаний. Время карать. То есть у меня -1 уже. Да, ты... Ну, сброс, получается. Это все твои предатели. Итак, коммюнике тогда. В трупике выше, да. Очень ждем. Дорогие мои друзья, мы сейчас видим, как мир внезапно свихнулся. Когда наши соседи внезапно начинают атаковать друг друга, другие наши соседи внезапно решают, что некоторые из наших граждан являются террористами, которые атаковали наши земли. Поэтому я думаю, что пора навести порядок. Мы единственная страна, которая позволит всему миру благоухать. Я думаю, что нам следует взять и навести порядок в соседней округе. Сначала мы разберемся с зелеными, с бойцами Урса, надежды демократии. Вот, а потом уже разберемся с остальными. Вперед! Будет весело. Ура! Это было пламенно. Да, точно, ты же вернешься сейчас. Господа и господессы, Я собираюсь меньше голосую. Вот эту точку. Вот эту точку. Да. Угу. Делайте ставки. Да, я готов.
Итак, готовы? На счет 3. Блин, я Маленький неправильно пишу буквы. Все. Так, нет. буквы? Всё. Не то, что буквы. Я пытаюсь К вместо 1000, я экономлю символы. Боже Ладно, мой. я готовый. Хорошо, раз готовы. На 1, 2, 3. Вскрывайтесь. Ой. У меня дело в том, что у меня на 100 тысяч меньше. На 100 Потому тысяч. что у меня чистка рядов. Поэтому я проигрываю в данном случае. Но ты же собрал аплодисменты. Я думала, что ты А, восстановишься. Да. Ну значит, горим! Горим. Получается, ты отправляешь сброс одну, раз у тебя уже одна за сорванные аплодисменты Да. лежит. И Урс, увы, ты тоже отправляешь пару тысяч грустных лиц. Пару тысяч. Пару сотен тысяч. Что-то у Надежды демократии не очень много демоса осталось. Демоса и Кратуса, да, как-то прям в недостатке. Итак, Нужно добивать. слушайте, кстати, Хью Джаз, не забудьте поставить вот сюда, что это ваша территория. Да. А то мы сейчас Это моя придем. территория. и займем. Она принадлежала моему народу, если что, да. Все так. Поздравляю вас, первый цикл закончен. Ура, у нас уже больше 1 миллиона смертей. Как мы хорошо старались. А я тем временем напомню дорогим зрителям, что кнопочка голосовашки находится вот прямо над моей головой. Надо навести, чтобы она появилась. Голосуйте за самого мерзкого, самого отвратительного. И, собственно, да, мы очень стараемся. Наверное, была ошибка, что я отправил 200 тысяч народу и сказал, что это будет весело. Это была мясорубка. Ты извинишься в своем следующем коммюнике. Я не буду извиняться, я диктатор. Они Точно. этого не делают. Извините, пожалуйста. Я, правда, как это... Я с высоты своей божественной предназначения... Ой, божественно. Ладно, не важно, всё. Продолжай. Сейчас Итак, Урс ходит. Да, у нас ход Урс. Пожалуйста. Во-первых, карточку. Ой! Пандемия. Пандемия. Какая прелесть. Да. Вот Минус одна фишка у всех игроков. вы знали, что по всей России, да, прокатилась волна Все пандемии? умирают. Да, у нас по одной фишке минус от всех, поэтому Опа. давайте-ка я от границ. Это было спланированное биологическое оружие. Мы обязательно Да, об Мы этом... ответим на это. Да, конечно, мы обязательно это упомянем. Правда, Урс? Съели там какую-то мышь ваши бойцы? Сейчас мы А всё наши расскажем, страдай. что на самом деле было. Пожалуйста, Сейчас я вам покажу, откуда на самом деле готовилась биологическая атака. Баян. Фу. Ладно, Баян, но классика. Да, давай. Бабахай. Итак, дорогие наши сограждане, мы убедились в том, что в соседней стране живут террористы. Они просто пришли и пожгли землю, на которой был наш народ. Более того, именно оттуда, именно от них, из-за них случилась пандемия. Кроме того, что они все пожгли, они еще и отравили землю. И теперь на этой земле никогда ничего не порастет. И 100 тысяч наших сограждан погибло, пытаясь вернуть земле прежний вид. Товарищи, мы не должны оставлять это безнаказанным. Как надежда будущей демократии всего мира, давайте избавимся от террористов и от угрозы, которую они представляют. Как проникновенно, какое перекладывание стрелок. Я рукоплещу. Просто как главный агрессор, да, я похлопаю просто за старание. Так что да, свою 100 тысяч ты можешь вернуть. Как кэшбэк. Кэшбэк на все. Так, ну, в общем-то, мы нападаем. Мы нападаем вот Куда? сюда. Опять на меня. Ну, Слушайте, мы сейчас вот чисто такую выжженную такую линию Главный террорист. выстроим. мне придется с Кого войском сражаться скоро. В таком Тоже. случае. Вот Господа, с ним и сражайся. Подождите, Войцех что-то хочет сказать? Да. я хочу сказать, что я крайне рад увидеть среди моих соседей хотя бы одного здравомыслящего лидера, который понимает и отражает в своей речи ту боль, с которой столкнулся мой правоверный народ. И я думаю, что мы должны сплотиться и вместе избавить наши соседние земли от тех, кто безумно выжигает их. Я, помогаю пожалуй, Урсу. соглашусь. Хью Джаз, вы находитесь в Я очень принимаю шатком помощь, прям положении. мне... Спасибо. Так не тебе, по-моему, а А. Урс. Тебе помогают. А Урсу? Чё? Не Я тебе. запутался. Не мне. Не тебе. Нет,
Медь. Ты же террорист. Войцех встает на... Я только что пытался спасти... Вы слышали вообще, что я говорил в последнем коммюнике? Да. Я пытаюсь спасти потом мир спас от Землю. катастрофы. И распространил пандемию. А еще даже вы не обещали взяться за всех соседей. Это Да. явное проявление агрессии. Вы не Именно. понимаете, это наши Потому что культурные они отсылки. террористы. Это что слова. Это вот как просто теперь слова. называется. Ну ладно, хорошо, в таком случае Тамбовский давайте. волк тебе друг. Да, кстати, Да, ладно. Я вам всем покажу, всем. Ладно. Вы чё-то уже начнёте показали. вести? Ух, ну страсти накаляются, господа, зрители. Погнали. Да. Готовы? Итак, на счет 3. 1, 2, 3. Вскрывайтесь все. Ах ты ж, вот как. Получается, Урс действительно первая территория, которую смогли отстоять в игре. Ура! Спустя целый цикл бессмысленных смертей. Наконец-то одна территория смогла отойти в руки кого-то, не имеющего его в начале. То бишь, Урс, поздравляю, территория ваша. Но, однако, и Войцех, и Урс прошу в сброс отправить своих бойцов, потому что вы пожертвовали слишком многим. Итак, идет раздел. А у нас 2 миллион тем временем. Мы так быстро растем. Это так У трогательно. меня где-то была дудочка, но мне ее лень искать. Я взял так. Тут. Ладно. У меня есть щити-флют, который я могу в любой момент использовать, но я не Не буду. надо. Который вот это вот увеличивается, уменьшается, да? Нет, это просто флейта, на которой Красиво. хуёво А. играют. Хорошо. Ладно. Итак, Урс ход свой сделал, и вступаю в игру я. Сейчас, одну секунду. Я должна выпить за свои великие победы. И я хочу походить карточкой, потому что карточки это секс, карточки это класс. Красная кнопка. Красная... Блин, по-моему, это не то, что я хотела. Давай, еще больше Берна. Я понимаю, конечно. Сейчас поглядим, что есть красная кнопка. Я просто не помню, чтобы это... Бесплатно выжги любые 4 сектора. Пора, давай, это лучший коммюнике мира Ой, будет. господи, самое время для того, Кажется, чтобы последнее. перестать волноваться и полюбить атомную бомбу. Любые 4 сектора. То бишь, я могу и соседний захватить. Мгм. Класс. А зачем мне свои захватывать? На самом деле, ядерная бомба не такая уж и сильная, не такая уж и грязная. Ну, 4. Да. Ну, тут сейчас мы как раз... Давайте сначала комьюнике... Хотя давайте Давай. сначала комьюнике, потом мы все выжжем, а потом я уж смогу походить. Можешь, пожалуйста, вот это вот? Подумаем, посмотрим. Итак. Дорогие сограждане, вы видите, какой кошмар происходит в мире. Мы окружены безумцами, которые не могут поделить данную Богом землю. Вы понимаете, что они не слушают Господа, а Господь послал нам великое оружие, способное утихомирить их всех и защитить наши суверенные границы. Итак, полетели. Кого же я зацеплю? Давайте будем честны. Раз мы выжигаем 4 территории, я хочу, чтобы они были хотя бы соприкосновенны друг с другом. Поэтому, пожалуй, бомба упадет. Я реально закрою глаза, и такая бомба упадет. Сюда бомба упадет. Да, не по мне, ура. Поэтому выжигаю я вот эту территорию, вот эту территорию, вот эту и вот эту. Люди убегают, надеюсь? Люди, конечно, убегают. Конечно, убегают. Летние — это мои дитя. Конечно, они убегают. Убирают. Вот. Ну ладно, убирают, так убирают. Все, Так, по-моему, еще вот эту вот территорию я... Нет, ты сказала 1, 2, 4. Бесплатно выжите любые 4 территории. 3, 4. Вот это была 3, Да. 4, Это да. по-моему, да. Да, вот так вот. Получается, хоп. И вот это. Да. Ой, извините, пожалуйста, вот так вот сделаем. Угу. Какая красивая карта, как все красиво, как мне все нравится. Слушайте, в В этот прошлом раз мы прям... забеге было все по-другому. Видите, какая вариативность, видите, какие-то
Какие невероятные решения. Молодцы. Вы все уничтожили. Я старался. Итак, теперь, собственно, пока мои верхние соседи горят и бегают в муках, я, пожалуй, тут вот стоят какие-то территории близко ко мне. Хочу вот их. Урс, Надежда Демократии. Я хочу вас побеспокоить по одному вопросу. Вы знали, что вы, как пособник этой ужасной войны, тоже должны пострадать. Точнее, как пострадать? Заплатить Господу. И поэтому я, собственно, ставлю своих солдат. Сейчас даже вот так сделаю. Вы готовы? Дорогой мой друг Хью, я ошибалась. На самом деле террорист не вы. Да, готова. Ну, сразу же, да. Как только... Разведка донесла, но она неправильно донесла. Я была уверена, что это вы, а имела в виду про другого соседа. Ну что ж. Как только вы вернете наши территории, я сразу же обдумаю вот это. Можно скоро нечего будет возвращать. Дорогой мой друг. Вот она какая Вы не политика. поможете. Главное не размер территории, а умение их разделывать. Давайте, кстати, господа зрители, так как, собственно, я придерживаю этот стрим, чуть-чуть поддерживаю, поэтому зрители могут видеть мою ставку. Они остальных ставок не видят, а мою ставку видят. Так что, как вы думаете, она сыграет в этот раз или нет? Давайте посмотрим. На раз, два, три отправляем. Раз. 2, 3. Ха-ха! Ну, ты своих совсем не жалеешь, Йохан. Слушайте, наверху разберутся, кто свой, кто чужой. Настоящие террористы не жалеют людей. Так что сразу террористы? Чего сразу террористы? Я не понимаю. По-моему, это земли выжег. Это клевета. Это клевета, я считаю. Клевета. Мы обязательно обсудим это на политических дебатах с моим купленным представителем вашего государства. Мы это обсудим и покроем вас говнищем. Войцах, передаю право на слово вам. Извините, пожалуйста. Я думаю, нужно Это очень Йохана хорошо. того самого. Слишком много думает о себе. Пожалуй, в этот раз, пока мой бедный народ еще ходит по этой земле, мы воспользуемся карточкой. Пандемия. Бля. Еще одна. И вот к чему привели ваши ядерные взрывы. 3 миллиона. Болезни. К болезням. Не Пусть 3 эти миллиона. смерти будут на вашей совести. Ой, боже. Сейчас мне У нас явно 2 террориста, мне кажется. Все террористы. Да. Не Йохан, прошу прощения, Войцех, у нас с вами явно 2 террориста. Это Мы только что добили 3 миллиона, ребят. Мы очень быстро дохнем. Это прям что-то как-то мы очень... Даже мы старательно выжигаем вообще все, что видим. Поэтому... Я буду как в древнем меме с Януковичем. Остановитесь. Ой, боже. Боже. У меня плохие новости для вас. Уж не знаю. Но я промолчу о них. Войцах, Да, вам слово. мой бедный и угнетаемый народ. Мы с вами живем в ту самую эпоху, когда безумцы надевают на себя короны и считают себя помазанниками Господа, считают себя вершителями порядка или надеждами демократии. Да, мой бедный народ, нам тяжело жить на этой земле, но вместе со мной, под моими знаменами, я прошу вас, присоединитесь ко мне, к нашей последней атаке. Все или ничего. Мы спасем эту землю или уйдем из жизни как праведники. И мы еще посмотрим, кто будет на небесах. Мы пойдем в рай, а не просто сдохнут. Браво. Это прям хорошо. Верните себе соточку народа за такую проникновенную речь. Я аж реально, у меня очко поджалось. Вы уж извините, пожалуйста. Я тут сдохнуть хотела, а вы такие видите народ, а? Передумай, подумай еще раз. Подумай еще.
Нам нравится. Страна еще нарожала. Да. Да-да-да, страна рожает этих солдат. Ой, боже. Что ж, Йоха, таки я Да-да. думаю, вы правильно поняли все намеки. Ой, блядь. И таки давайте хотя бы одну землю. Хоть где-то пусть воцарится порядок, мир и спокойствие. Ух ты ж, господи. Ну что ж, я так... Ну, знаете, вот сейчас наступает момент, когда никакой интриги. Вот вообще А, вот. кстати, ребята, может, вы поможете мне? Я ж посладник Господень, я за вас помолюсь, а там, может, что-нибудь и получится. Да, действительно, соседи, помолитесь за того, кто устроил огненный дождь на нашей земле. И это все было желание Господа, я не хотел, ты не понимаешь. Я просто чихнула, там спотыкнулась, и опа, нажала на красную кнопку, да. Да в 3 местах страны одновременно так случилось, я не И хотела. по мне тоже задело. Я думаю, ее Огненный доширак нужно поел на обед, да. добивать нужно этих фанатиков. Ёбан, это что ж такое-то? Ну я-то как? Я же за вас молилась денно и ношно. Тут как бы вот Господь пожелал, да и все. Получается, на раз, два, три скрываемся, да? Вы предатели Родины, блядь. Итак, на раз, два, три. И раз, два, три. О боже, как так-то? Собственно, Аве Мария, Ave. наша битва завершилась. В нашу пользу. я потерял часть своих земель. Ты можешь забрать их себе. Однако 200 тысяч отменных, еле выживших бойцов подкопченных уходит. Уходит влево. Мы никогда не забудем их подвиг в борьбе с этой заразой. Never never again, Теперь как в говорится. фиолетовой стране остались только больные женщины и дети. Позвольте, я вот сюда вот займу место. Да, пожалуйста. Да, конечно, вот, все. Да. Выбираюсь. Я сейчас, конечно, пошучу, но мне кажется, что я потом... Маски ты можешь не бояться, Ладно, Йохан. точно, я же собрала все штрафы в этом мире, поэтому мы помним, мы гордимся. Продолжаем. Хью Джаз. Пожалуйста. Пора. Так, я обязательно воспользуюсь кнопкой, потому что пока не везло никому. Соответственно, Не повезет и тебе. какой голос? Не Снова. больше 3... Да-да-да, там не больше 300 тысяч за... Так. Ну, Что больше мне вообще-то сказать? и не надо. Куда не Дело- выпадай. Я вот очень сильно задумался, потому что на кого напасть, потому что все мудаки как бы. Ты можешь, кстати, в любой ход вы можете не атаковать, а пожечь своих территорий. Это тоже будет вполне себе любое неограниченное количество. Хоть одну, хоть все. Вообще не важно. Да? Да. На самом деле это звучит заманчиво, потому что я наконец-то смогу закрыться от своих вот этих собеседников, которые все время пытаются покуситься на мои районы. Мне кажется, Но они я токсичат. думаю, Они токсичат. пора Урсу отомстить. М-м. Итак, сейчас, что мне сказать-то? Секундочку. Take your time, подумай, конечно. Тут Так, очень ладно. важная миссия, между прочим. Да. Когда на другой стороне континента различные фанатики... Секундочку. Пожалуйста. Так. Когда на другой стороне континента различные безумные фанатики пускают супероружие на сторону своих противников, это обеспечивает страдания всему народу, вне зависимости от того, какому государству оно принадлежит. В данном случае нам не повезло, и часть нашего государства была повреждено. 100 тысяч человек, 100 тысяч детей, женщин, любимых домашних питомцев. Они все умерли, сгинули в один миг в огненном шаре страданий. Нам нужно пройти туда и уничтожить их. Но, к сожалению, они находятся на другой стороне континента, поэтому мы воспользуемся насильным проходом через страну Урса, надежды и демократии. Вперед! Мне кажется, лучше... Попросить? Нет, мы террористы. Лучше... Все террористы. Видите, не сами признаются. Товарищи, я об Боже. этом говорила. 3 мои оставшихся пропагандиста обязательно об этом расскажут. Да. 3,5, потому что у одного нет половины тела.
Боже ты. Слушайте, ну Итак, ничего ладно. чернух Я страшного. не могу использовать больше 300 тысяч, да? Больше 300 не можешь. Но больше 300 не можешь, а 300 можешь. Сейчас я считаю свои шансы. Ладно, окей. Самые грустные земли тут у Войцеха. Он сидит, чисто горит одним лицом, просто вот в 100 тысяч. Сидит у себя на островке и моет. Мой народ ушел за своим солнцем. Ясен перец, конечно. Делайте ставки. Дамы, Я готовый. господа, леди и джентльмены. Итак, на счет... Никто не хочет помочь зеленым. Ты знаешь, я воздержусь, пожалуй. Есть тут А, такое. ну ладно. Войцех, ты не горишь желанием? Я не против того, чтобы сразу две враждебных мне страны внезапно сгинули. Слушайте, а можно отдать комментарий, вот приз за лучшую шутку чисто Хью-Джазу, потому что, мне кажется, лучше уже не будет. Но вы можете попытаться его переплюнуть, поэтому вперед, пожалуйста, пишите классные комментарии, а мы, пожалуй, Нет, ладно. вскроемся к чертовой матери. На счет 3, Раз, 2, 3. 3. Хью-Джаз, ваша правда. Забирайте. А там уж так, встретимся. а в какую сторону? Я просто атаковал, да. Ну вот, так. теперь эта территория ваша, по праву. Раз, два. 200 тысяч, пожалуйста, на бочку у нас. Ой, пожалуйста, у меня Шкала, тут еще. да, шкала потери у нас. Ой. Слушайте, сейчас начинается самый экшен, потому что буквально каждая взятая карточка может нас с вами вайпнуть просто вот так. Еще одна пандемия. Вот если еще одна пандемия выпадет, я и тут разъебу всю к чертовой матери. Да, Вот этот кон действительно был богат на пандемии, на чертову ядерную войну, да, которую развязала я по чистой случайности. Да, Чайно получилось, да? Ну да, никто ничего не хотел. я правда вам говорю, что Господь пожелал, но я как могу, как я, смертный, могу-то, воля Господа. Поэтому, господа зрители, выбираем самого гадкого, мерзкого, уродского, вот прям типа здесь, вот тут, вот тут вот. Если вы наведете, то там будет голосовашка, поэтому... Пожалуйста, прямо над моей головой выбирайте самого мерзкого и самый ужасный из нас, самый отвратительный. Получит вознаграждение, чтобы распечатанной PDF-кой вытереть свои слезы победителя. Ну, за ядерное оружие, использованное против соперника, я думаю, ты сразу автоматом получаешь. Я правда 3-4 голоса. я не хотела. Итак, Я не хотел, да. Я что-то ладно. нажала, оно само. ничего не знаю, я тут сижу, вообще пью за нашу победу. В смысле, это не кофемашина? No. Итак, начинается, наверное, самый напряженный раунд, потому что действительно каждая взятая карточка сейчас будет действительно много значить для всех нас. Поэтому как это думаете? Гори все огнем, а? Давай попробуем. Урс, Ага. ваша Да. очередь. Что ты? Давайте попробуем. За тебя... Наш сосед А. постоянно говорит о том, что Бог ему что-то подсказывает. Давайте посмотрим, что подсказывает нам Бог, если он еще есть на Сила в этой правде, да. Да. Сила в Первое, правде. что Ой, удачно, потому что- да, это действительно что-то хорошее. Я, правда, не помню точно, но я сейчас посмотрю. Или вы посмотрите. Кто у нас первый успеет, тот и молодец. Те-те. Прощение, мой как телекоммуникационный аппарат. Сила в правде. Право. Вот, нашла. +1 регион сдался тебе без боя. Выбирай какой. Ага, не зря тебе папа говорил, что просто надо быть мужиком, а остальное приложится. Мои поздравления. Ты же в другую сторону таговала. А кому какая разница? Какая разница? Какая разница? Главное, что территории, Да. заняты. Поздравляю, но ход еще за тобой. Да. Итак, сейчас, Да-да-да, не забываем. дорогие сограждане, мы видим перед собой беспрецедентный случай, когда наш сосед запустил ядерную бомбу. Неизвестно, в какой момент наш сосед пойдет на нас. Вынуждена с прискорбием признать, что террорист у нас в соседях не один, их 2. Давайте попробуем что-нибудь с этим сделать. Что же вы хотите с этим сделать? Мне искренне интересно. Насилие. Да.
Вообще, вариант пожечь земли выглядит уже не так, Не так. так бредово. Да, потому что если условно ты нападешь на кого угодно, то это может стать для тебя, ну на кого угодно, в твоем случае, наверное, на Хью Джаза. Ну да. Но ты займешь территорию. Вот это вот. Да, но твои солдаты, они буквально отправятся навсегда, и все, ты потеряешь свой трон. А еще одна из вот этих вот табличек окажется огненной просто гиеной, что потом эндгейм усложнит тому, кто выживет, то есть я. Поэтому, пожалуйста, не делай этого. Есть ли у нас вообще шансы после ядерной... Я могу сказать 2 или 3 очень хороших там комьюнике, и тогда вы все будете хлопать, и тогда я выживу. Не, все равно умру. Ну ладно. Все равно умрешь, да. Урс, какова твоя цель на этот ход? Ну что ж, я нападаю на тех террористов, которые чуть не уничтожили всю землю. Простите, пожалуйста, мы больше не хотим. Оно само, да. Нам очень жаль, да? Ой, божечки Иисусе, ну что ж такое? Господа зрители, вы так видите мою ставку? Мне кажется, это самая дурацкая ставка из возможных. Я сейчас пытаюсь просто играть в такого типа, ой, сколько же я поставлю, блин. Такое себе. Урс, вы готовы? Отобрать очередную мою землю. Да. Итак, на 1, 2, 3. Вскрываемся. Бля. Ну или пожечь очередную землю. Это все потому, что террорист. Террорист, да. Ты меня подставила! Ах ты! Я никого не подставляла. Это вы решили. Сжечь мою землю вместо того... Это Бёрн, ребята, это Бёрн. Да. Ай. У нас хватит ячеек вообще Бёрна, а? Я наш допингую, мне нормально, я тут сижу. И мы убираем по 100, верно? Да, мы убираем по 100. Видите? Они предпочли умереть, чем отдать. Это было неожиданно. Я думала, что все-таки... Давайте я пока освобожу от своих территорий, так как нету народа, нету и территорий, прости господи. И, слушайте, для красного слабца, я думаю, что произнести комьюнике последнее, знаете... Что случилось, да? Перед горящим что народом. Последние дети и женщины отправились в штыковую атаку. Ой, собаки, бобры, там уж всех собрали и все пошли. Там вариантов больше коровы, нет. Да. Трехногие коровы. Итак. Сейчас. Трехногие коровы — это где-то там у вас. У нас пятиногие после вот этого вот ядерного гриба. Вот я и говорю, там трехногие, пятиногие. Я не знаю, вам виднее, конечно, вы там ближе. Ну-ка, цыц, тут первый человек умер. Первый человек в Теперь стране можете умер. с небес смотреть. Итак. Да, не вы. Так. Господи, Сейчас. если ты меня слышишь, я прожил жизнь в служении тебе. Я вел свою паству только благодаря тому, что ты осветил своим ликом наше семейство. Я был уверен в том, что ты окажешься на моей стороне. Почему все эти кровавые жертвы оказались впустую? Неужели я недостаточно старался? Неужели ты так и не услышал меня? А если сейчас похлопать, то ты получишь плюс? Слушай, я думаю, что все-таки нет. Я вайпнулась навсегда. Но мы все равно похлопаем. Это было красиво. Спасибо. Ну, да, Спасибо. пальчиками вот так вот. Да. Чуть-чуть, знаешь, чтобы слышно не было. Да, первый диктатор вышел из игры. Мне, наверное, жаль, вам не очень, поэтому переходим к Войцеху. Ну, в таком случае вот тут вот целые пустые территории образовались, поэтому вы можете пока вот так захватывать. Куда-нибудь. Или наоборот. В свой ход, кстати, да, в свой ход вы можете буквально занимать их. То есть ты можешь такая: ура! Йохан Великий сдох! Вот так вот, давайте танцевать на его могиле! Вот ура! И захватывать его территории и то все такое. Я Там думаю, еще сейчас как- самое время обратиться к своему народу. Ты не будешь брать карточку? Нет. Давай. Ты плохой мастер, я не буду брать эти карточки. Ой, извините, блин, что разрезаться, блин. Пожалуйста. Я иду на войну. Рак кубов. Положу земли. Ты не хотел, да блин. Что разрезет? Слушай, а мертвых либо хорошо, либо
Либо правду. Либо чё, кроме правды, да. Ничего, кроме правды, да. Пожалуйста, слово вам, великий Войцех Солнце Ликий. Великий Войцех Солнце. Вот так бы всегда. Мой бедный угнетенный народ. Посмотрите, до чего наши соседи довели эти земли. Весь мир в огне, а нас осталось совсем немного. Нас, избранных, чистокровных, произошедших от великих завоевателей, гордых полководцев, мессий, которые могли изменить этот мир. И чего достигли эти глупцы? Погрязли в своей гордыне. Однако, глупец только тот, кто не признает своих ошибок. Я думаю, что единственное, что мы можем сделать в этой ситуации, это не дать оставшимся сумасшедшим захватить наши земли и забрать наше культурное наследие. Надеюсь, в будущем хоть кто-то вспомнит о нашем правом деле и о нашем великом народе. Я сжигаю все нафиг. Я походу, все, не все жаль. Нет. Да, Красиво. это было действительно хорошо, я тоже Не, похлопала. вообще хорошо, да. Возвращаем прочитал. обратно. Мне. Да дайте мне хоть где-то умереть, а? Ты не сдохнешь, ты будешь жить. А все, Я а все. ухожу. Страдания, да. Ухожу, красиво. Слушайте, у нас самосожжение тут в чатике произошло. Да, Ну, про- так и Новое имя живешь. солнца. Дед-инсайдами, да. лучи солнца опалили Войцеха, и Войцех пропал в той же безызвестности, в том же аду, где мы будем гореть с ним вдвоем. Муа. Если ты все равно собиралась суицидироваться, взяла бы там карточку хотя бы, я имею в виду. Или напала бы на этого. Я бы тебе помогла, и мы бы вместе ушли красиво. Да что? Я и говорю, Понял. в моих Втроём. Ну хорошо, все согласны. Да, не в осуждайте. действиях нет величия. Ну ладно. Вот, не осуждайте Войцеха за самовыпил. Это довольно благородно. Это было, да, храбро, как минимум. Но это, получается, хороший диктатор. Хороший... Плохой диктатор, плохой. Я думаю, на Ауди. Плохой диктатор, да. А ну, тогда фиолетовые фишки тоже убираются, да? Да, но Войцех берет их самостоятельно. Да, плохой диктатор. Ну, кто не устроил Нет, кровавую плохой диктатор. баню? Кто не устроил кровавую баню? Да. Так, настала моя очередь. О, да. Сначала мы бросим фишечку. Раскол в рядах. Раскол в рядах. Сейчас посмотрим, что это. По-моему, это минус фишки, но у кого и сколько, я уточню сейчас. У меня, скорее всего. Ясен перец, что. Так, чистка рядов, тут кадровый голод. Вот, раскол в рядах. -1 к следующей ставке. Штабисты что-то чудят и опять саботируют. Необходимо разобраться и наказать кого надо. Мгм. То есть я убираю один? Не-не-не, это к следующей ставке -1. К следующей ставке. То есть я как минимум 2 должен поставить. Да, ты должен ставить 2, но в ставке все равно у тебя будет. Мгм. Ну, в целом, я все равно чувствую себя победителем, как бы. Я, конечно, и помру, но последний. Ну, красиво. Этого достаточно. Мы помрем вместе, давай так. Ну, игра, Нет. собственно, располагает... В смысле, нет. Да. Я умру последним. Нет. Ты ставишь Да. 300. Ну, в смысле, чтобы победить, минимум 300 ставишь. Почему? 200? Все, сейчас. 200 и сожженная земля. Да, вариант, слушай. Как ты сделала, например? Итак, ладно. Все, смотрите. Настало время моего комьюнике. Пожалуйста. Или, как говорят иностранцы, комьюнике. Так, ладно. Великие новости произошли, народ. Половина континента внезапно отказалась жить. Но у нас есть еще один противник. Тот, кто заварил эту кашу. Кашу, которая будет называться в будущем Третья мировая война. Это УРСС, надежда демократии. И как бы не были велики его надежды на миролюбивый мир, он обеспечил смерть всему континенту, всему человечеству, всему интеллекту, который развил наш вид. Посмотрите, что стало. Половина нашего континента теперь горит огнем, который не потушить десятилетиями.
века там никто не будет жить. Но теперь мы должны просто показать им, кто в доме хозяин. Вперед! Это было пламенно, я вам так скажу. Давайте я, раз все равно уж, Все равно гореть, да, дайте мне, пожалуйста, фишек. Так, тебе одну тебе фишечку. Да, давай тебе куда-нибудь просто поставь. Все, у меня отняли фишку, да, все. А что отняли? Итак, я готов вставить. Никто не... все мертвы. Поставь ее куда-нибудь просто. Да, хорошо. Все мертвы, вот Войцех лежит, там, знаешь, погибает самосожженный. И меня там где-то в церкви зарезали, тут как бы. Все мы там окажемся. Ну, Я готовый. Я ж молился за благ своего народа. Так, все сделали ставки? Итак, давайте. 1, 2, 3. Я-то что делаю, да? И у меня минус 100. Так что гори! Я вот это вот атаковал. Да, итак, у нас пепелище. Очередное, веселая история. Экран покажет. Так, и я теряю 200 тысяч. Ты теряешь 200 тысяч. С одной, наверное, вот этой подаренной толпой. Ну хотя вот у тебя есть. Она вот здесь вот живет, да. Да. Итак, Вот господа и господамы. Слушай, поставь, чтобы это красиво было, а то у нас уже почти это... Почти. Эль-финале у тебя сдвинулась вот эта вот фишечка. Чпонька. Вот так. Итак, большой континент, огромный, где, наверное, нашлось бы место и для 2 миллионов людей, и для 3 миллионов, и даже для 4, как мы начали. Слушайте, мы, по-моему, 3 или 4. Это был второй ход. Нет. Третий, нет? Это то ли 3, то ли 4. Собственно, мы прожили в относительном мире половину цикла. И вот этот вот большой континент, который мог бы вместить в себя 4 миллиона прекрасных жизней, детей, пятиногих коров, бобров, женщин. После вас. Женщин и мужчин. Да. Большое спасибо. Урс также, собственно, закончил где-то там в своей гнилой демократии. Последним выжившим, последним отстоявшим свои интересы и вырезав всех остальных, у нас остается Хью Джаз. Считай победа. Наверное, нужно послушать коммюнике Урса. Кстати, уже последнее слово Урса, я думаю, что да. А Войцеха тогда последнее слово мы пропустили, получается. Не Войцех как раз Он сказал при самосожжении. Да, точно, точно. Так что, Урс, пожалуйста, с вас последнее слово, так как вы у нас... Террористы победили. Ну что ж, стоило этого ожидать. То раз мы не добили террористов, и раз наш добрый, но далекий товарищ Войцех понял бессмысленность борьбы с ними, рано или поздно нас должны были добить. Как я и говорила раньше, я и надеялась, что этого не произойдет, но надежда демократии умирает вместе. Слушай, хорошая штука, я бы даже похлопать-то я похлопаю, просто, уже, к сожалению, ничего не вернуть. Итак, выжженная земля и единственный народ оставшихся в живых – это народ Хью Джаза. Я могу поздравить тебя, но не от всего сердца, потому что мы считаем финал. Как у нас, собственно, выходит в финале? Как вы можете заметить, дорогие зрители, поле горит. Очень много возгораний. Вот эти центральные фишечки я, пожалуй, отодвину для наглядности, потому что они пока не участвуют в подсчете. Все те земли, которые мы руками собственных людей, усилиями ядерные ракеты сожгли, они будут играть на уничтожение оставшегося народа Хью Джаза. Сколько у тебя там людей осталось, Хью Джаз? 200 тысяч найдется. 200 тысяч человек. А сколько у нас выжженных земель? 10. 10 участков гигантских выжженных земель. К сожалению... У меня минус 800 населения. К сожалению, дорогой Хью Джаз, на такой земле выжить невозможно. Ядерный пепел не предназначен для того, чтобы вырастить здоровую нацию. Поэтому прошу последних 200 тысяч человек отправь в последний путь в нашу левую колонку.
Хорошо. За это надо Пусть выпить. они пока поживут. Кто-то должен слышать мои прекрасные точно. сообщения. Мы ждем вашего- Потом они уйдут. Мы ждем вашего Да. последнего коммюнике. Я поднимаю за этот бокал. На самом деле это отчасти поэтично. Мы победители этого мира. Мы те, кто выжили последними. Те, кто может пожинать плоды успеха. Оказались по большей части бесплодными. Мы обречены на вымирание, как и наши соседи. Единственное, что мы позволим это чуть-чуть попозже. В таком случае я могу сказать вот что. Сыновья и дочери мои, а также пятиногие коровы, отправляйтесь так далеко, как вы можете достичь, пока ваши ноги не откажут, пока ваши легкие не взорвутся от усердий. Захватите каждый клочок земли и оставьте напоминание о себе, о том, что вы были здесь, и вы управлялись мной, Хью Джазом. Бой. Наслаждайтесь минутами спокойствия, пока вы можете ими наслаждаться. Все. Это было очень хорошо. Я В итоге я вот так вот беру и все захватываю. Но только со временем мое общество стареет, а вот расплодиться не может, и все, мертво. Все мертвы. Все мертвы? Поздравляю Ура! вас, господа! Ура! Уху! Это такая добрая и оптимистичная игра. Всегда советую ее семьям с детьми. Очень, скажем, очень полезная. Особенно на ночь глядя. Да-да-да, знаете, особенно со всеми подробностями, ядерными войнами и прочей разной красивостью. Однако, господа зрители, пока мы берем, скажем, несколько небольшой перерыв перед действительно грустной частью, я хочу вам напомнить о том, что в нашем сегодняшнем стриме разыгрывается два целых купона на ДТРПГ, которые дадут вам возможность купить любую понравившуюся PDF-очку на этом прекрасном сайте. Эти два приза разыгрываются между всеми теми, кто комментирует, шутит шуточки. И самый остроумный шутник получает купон на ДТРПГ. А второй купон разыгрывается между всеми присутствующими здесь. Во-первых, я хочу вам сказать большое спасибо. Самое искреннее будет потом, потому что мы оставили самую грустную часть напоследок. И эта часть, это... Мы услышим голос Хью Джаза с самого его последнего слова до самого первого, чтобы выяснить, с чего все началось. На самом деле это отчасти поэтично. Мы победители этого мира. Мы те, кто выжили последними. Те, кто может пожинать плоды успеха. Оказались по большей части бесплодными. Мы обречены на вымирание, как и наши соседи. Единственное, что мы позволим это чуть-чуть попозже. В таком случае я могу сказать вот что. Сыновья и дочери мои, а также пятиногие коровы, отправляйтесь так далеко, как вы можете достичь, пока ваши ноги не откажут, пока ваши легкие не взорвутся от усердий. Захватите каждый клочок земли и оставьте напоминание о себе, о том, что вы были здесь, и вы управлялись мной, Хью Джазом. Наслаждайтесь минутами спокойствия, пока вы можете ими наслаждаться. Все. На фоне абсолютно пустых земель, конечно, выглядит прям апокалиптично. Но это еще не конец. Великие новости произошли, народ. Половина континента внезапно отказалась жить. Но у нас есть еще один противник. Тот, кто заварил эту кашу. Кашу, которая будет называться в будущем Третья мировая война. Это УРСС, надежда демократии. И как бы ни были велики его надежды на миролюбивый мир, он обеспечил смерть всему континенту, всему человечеству, всему интеллекту, который развил наш вид. Посмотрите, что стало. Половина нашего континента теперь горит огнем, который не потушить десятилетиями. Века там никто не будет жить. Но теперь мы должны просто показать им, кто в доме хозяин. Вперед!
Так, это автоматически включился. Очень грустно это слушать, зная, чем это закончилось. Это Я действительно еще так. надеялся на то, что я выживу. Мы все Напрасно, надеялись. Ну ладно. Мы все надеялись. Нас ждет еще несколько записей впереди, которые, возможно, напомнят нам, с чего все начиналось. Когда на другой стороне континента различные безумные фанатики спускают супероружие на сторону своих противников, это обеспечивает страдания всему народу, вне зависимости от того, какому государству оно принадлежит. В данном случае нам не повезло, и часть нашего государства была повреждено. 100 тысяч человек, 100 тысяч детей, женщин, любимых домашних питомцев. Они все умерли, сгинули в один миг в огненном шаре страданий. Нам нужно пройти туда и уничтожить их. Но, к сожалению, они находятся на другой стороне континента, поэтому мы воспользуемся насильным проходом через страну Урса, надежда и демократия. Так вот с чего все началось-то. Это не началось, это уже середина, да. Это середина, то есть, собственно, ну да, в общем-то, на Урса было совершено нападение, просто потому что ты на пути оказался. Именно в Ты мог попросить. Ну, я мог попросить. слушайте, мы такие сидим все в аду диктаторов, тут Да, и подгораем. обсуждаем, кто из нас наиболее злой злодей. Вот, кстати, это решат наши зрители. Но решат они уже. Они сейчас решают. Вот Пока... эти демонюги, которые нас Да, колят у вилами, да? вас есть вот, конечно, буду как ведущая всяких вот этих шоу, где надо открывать иконочки с буквами. У вас осталось всего несколько минут, прежде чем мы, собственно, закончим слушать наши коммюнике. А на очереди следующее, не менее пронзительное и не менее вызывающее. Дорогие мои друзья, мы сейчас видим, как мир внезапно свихнулся. Когда наши соседи внезапно начинают атаковать друг друга, другие наши соседи внезапно решают, что некоторые из наших граждан являются террористами, которые атаковали наши земли. Поэтому я думаю, что пора навести порядок. Мы единственная страна, которая позволит всему миру благоухать. Я думаю, что нам следует взять и навести порядок в соседней округе. Сначала мы разберемся с зелеными, с бойцами Урса, надежды демократии. Вот, а потом уже разберемся с остальными. Вперед! Будет весело. Будет весело, да, будет весело. Посмотрите на это. Весь Ваня Филищ. Слушайте, без шуток. Я сейчас, пока это слушала, я действительно так говорила. Я вспоминала, что ты говорил про то, что будет весело. Я не думала, что это действительно вот будет Я имел в настолько виду, что это трагично. будет быстрая и победоносная война. Да, относительно быстро случилось. Я Относительно быстро. просто попрошу послушать предыдущий Урса, Надежда и демократия. Как все вообще начиналось, если можно. Можно, конечно. Началось все вообще, с Урса. И, пожалуй, давайте закончим вообще вот с самого-самого Это начала. зайдет в аналы истории у тараканов, которые вышли. Да, потому что для тараканов-то, собственно, место и осталось. Итак, последняя наша, но первая комьюники. Ну что ж, дорогие товарищи, я, как только пришедшая к власти надежды демократии, узнала о вопиющем нарушении. Оказывается, в соседней стране завелись террористы. Эти террористы саботируют наше производство, саботируют производство в соседних странах. Я уверена, что наши товарищи включатся и помогут нам победить эту угрозу. И кто здесь террорист? Ты! Я? Ты, Сожок! Хотя ладно, у нас оказалось 2 террориста в итоге. Я сжег только одну территорию, а вы вот там вот больше одной. Не спел умел считать, я бы сказал вам. И это действительно конец игры. Вот теперь огромное вам спасибо. Ура! Мы своими аплодисментами, мы не можем воскресить уже наших... Ты зачем трупы по карте расставляешь? Ну-ка, забери Я их им назад. делаю улыбочку. Извращенец страшный. Собственно, прежде чем мы немножко поговорим об игре, весть пришла мне. Великая божья весть. Извините, пожалуйста. О победителе.
о победителе не среди нас, пока не среди нас. Я прошу нашу великую надсмотрщицу над чатом посчитать по голосам, кто же из нас-то победил, но победителя, который пошутил самую смешную шутку. Итак, вы готовы? Можно даже барабанную дробь. Итак, победителем за самую смешную шутку про Fallout становится пользователь с ником Елесида. Поздравляю! Елесида получает купон на $10, который она сможет потратить на свои, возможно, любимые, а возможно, только становящиеся любимыми настольные ролевые игры. Мои поздравления! Ура! Ура! В назидание оставшимся комментаторам, не переживайте, я думаю, что мы сохраним эту добрую традицию. Я поговорю об этом с моими товарищами. Я думаю, что это не последний розыгрыш. Приходите, в принципе, на наши стримы. Мы радуемся каждому комментарию, каждому просмотру. Я лично очень радуюсь, потому что каждая мастерица, каждый знак внимания, это прям очень-очень приятно. Я бы уделила, пока, собственно, ведется подсчет нас, наших вот уродских лиц, диктаторских, кто же стал самым уродским? Да-да. Если еще можно голосовать, то голосуйте там. Я думаю, что хуже все равно не будет. Поговорим немножко об игре. Здесь у нас есть люди, которые уже играли. Это, собственно, Сережа. Серега в прошлый раз с нами играл, по-моему, на 9 мая, да, у нас была прекрасная игра на 9 мая, однако из-за технических шоколадок она прервалась на середине. Но это не помешало нам ее очень весело доиграть, о чем я вообще не жалею. Это было одно из лучших 9 май за последнее время. Сколько ты живешь, а? Ну... Ладно. Ну. Собственно. Хорошо. Давайте я, наверное, спрошу сначала у новичков, у Лисы и у Хильд. Как, собственно, прошла игра? Наверное, так, раз, два, спрошу у Хильд. Хильд, как тебе игра? Смерть. У тебя не слышно? Угу. Так, слышно? Да. На самом деле интересно. Мне понравился этот формат, что сначала ты погружаешься в игру, полностью думаешь про это, а потом тебя как будто действительно выныривает в реальность насчет жжёных земель и так далее. Честно говоря, сейчас мне немножко грустно по вполне понятным причинам. Да. Особенно учитывая, скажем так, нынешние происходящие события, очень хорошо ложится одно на другое. На самом деле все это страшно. Согласна. Большое спасибо, что в принципе согласилась. Я очень рада, что ты действительно разделила со мной этот вечер. Эта игра, хоть я и пыталась разбавить ее шутками-прибаутками, но она действительно про серьезные вещи и про то, что происходит сейчас. И в первый раз, когда я уже несколько стала такой закаленной этой темой, поэтому, собственно, из меня и выходят всякие шутки-прибаутки, но на самом деле особенно последний такт, он направлен на то, чтобы посидеть и подумать, а что же мы, собственно, натворили. Следовало бы некоторым такое сделать, правда? Стоит. Собственно, Войцех, то бишь Лиса, которая скрывалась за именем Войцеха. Большое спасибо, что тоже посетила мою трансляцию. Мне очень радостно тебя видеть. И расскажи про свой опыт. Как ты вообще, как тебе игра? На самом деле, я буду следовать манере своего персонажа и продолжу свою депрессивно-ангстовую манеру повествования. Никто не против, я думаю. Игра потрясающая. Ты сидишь, смотришь на эти фишки и думаешь, а в какой ты находишься сотне? В какой момент тебя куда-то могут перетащить, перетянуть, засчитать за пятиногую корову, за количественную женщину, или просто сказать, что, ребята, наше дело правое, и мы должны все умереть. О многом заставляет задуматься. Значит, игра была написана не зря. И действительно... Безусловно. Да. И мне очень радостно это слышать, правда. Я думаю, что те, собственно, разработчики, которые эту игру писали, они тоже будут очень рады эти слова услышать. Спасибо большое. Я, правда, очень рада, что ты сегодня с нами. И прежде чем я перейду к слову Сережи, нам тут пишут, что
случилось некоторое разногласие в ряде зрителей оставшихся. Поэтому победитель среди нас не определен. Прикиньте. А знаете почему? Потому что... По 5 баксов. Ну, вот дело в том, что Йохан и Войцех поделили между собой 50 на 50. Поэтому, да, спасибо, господин зритель. Мы идем прям носом к носу. Но у меня появилась идея. Те, кто остался на трансляции, те, кто сейчас слушает наши проникновенные речи, пока высказываемся мы с Серегой, напишите в трансу, кому таки отдать купон. Потому что надо решить. Если не решится в трансляции, я думаю, что мы как-нибудь там перемигнемся. Я скажу как стример. Йохан заслуживает это, потому что я торчу этому человеку шаурму. Между в смысле, ты шаурму торчишь? Я не знала об этом. Я тебе подыгрываю. Извините, пожалуйста, извините. Хорошо, я торчу шаурму Войцеху. Так, давайте так, пойдем. Я тебя вообще впервые вижу, так что... Ну ладно. Да, все честно. Решают, Шаурма, господа зрители. Спамьте в чат, спамьте, почему должен выиграть либо Войцех, либо Йохан. Я думаю, что Ева, которая является держательницей чата, решит таки, кто из нас самый достойный. Кто из нас царь горы. Так что, а пока вы в чате пишите, кто достоин, я передаю слово Сереге. Серега, как тебе? Мне не сказать, что эта игра очень понравилась. Во-первых, в нее невозможно выиграть. Я понимаю, конечно, что она как раз задумывалась для того, чтобы в нее было невозможно выиграть. Это игра для того, чтобы понять, что милитаризм — это плохо. То есть приносит одни смерти, разрушения и все такое. Вот. Но как геймер я чувствую себя разочарованным просто от факта того, что в нее математически почти невозможно выиграть. Ну, она прям направлена всеми, скажем, своими механиками на то, что в конце... Ну, она называется Burn. Горит, да. Гаммы жгли со всей силы. Я думаю, что кстати, очень да, успешно. потому что в прошлый раз мы на 9 мая, когда играли, то мы как раз уже, судя по всему, многое количество игроков уже поиграло в эту игру, и поэтому в тот раз они меньшее количество фишек жертвовали. Из-за чего у нас гораздо меньшее количество бернов было. Потому что, наверное, каждый понимал, кто сколько скинет, пожертвует. Из-за чего мы могли избегать. И то есть единственное, что у нас делалось, это просто мы там на одну фишку смещали наши территории и все такое. Ну, мы бодались, да, за наши границы. В этот раз... Прям за квадратный метр туда-сюда, туда-сюда. Большой перевес внесла ебучая ядерная бомба. Что вы понимали? Ни в игру до этого, ни в принципе никому еще не падала ядерная бомба. Я буквально подорвалась на ней же, потому что ядерная бомба — это действительно вот та... Есть еще там, по-моему, что сделать несколько территорий пустующими, еще что-то. Ну, короче, есть такие прям абсолютно убийственные, абсолютно такие вот карточки, которые точно не несут ничего хорошего, но ядерная бомба не несет ничего хорошего никому. Это неплохо, кстати, потому что в реальной жизни ровно то же самое и происходит. Хорошо. Мне нравится отыгрывать злодея. Я имею в виду, это оригинально, и к тому же я впервые, наверное, это первая игра, в которой я мог делать голосовухи в виде диктатора. Это очень весело. Хорошо. Огромное тебе спасибо за твое мнение. Я выскажусь кратенько. Да, я выскажусь кратенько, потому что, в отличие от всех присутствующих, я играла в эту игру и на старте, когда мы ее бегали как чисто вот тестовая, и потом, когда она стала поприкольнее, и потом, когда ее уже выпустили, и когда ее перевели на кучу языков. Кстати, господа зрители, если среди вас присутствуют люди, которые являются гражданами Украины, Беларуси, Казахстана, Армении или просто Если на этих языках, да. Да, они есть на всех языках. Мы сильно постарались, чтобы... Учи языки, да. Да, чтобы Burn был переведен на очень много языков, поэтому их все можно скачать. Я думаю, что ссылку мы обязательно оставим где-нибудь в комментариях. Там уже правила не такие долгие. Правила достаточно простые. Мною освоились за пару игр уж точно. Так, собственно, да, что я думаю, что мне
что мне кажется, показалось уже на энный проигрыш. Эта игра самая трагичная из всех, которых вот я смогла поиграть. Трагичная она потому, что мы ввели действительно неплохое нововведение, что голосовухи в конце все-таки прослушиваются. Всеми прослушиваются. Это довольно неловкое молчание, но оно необходимое неловкое молчание, когда вы все сидите и слушаете, как вы сами вот этими вот мозолистыми руками все вот это покатили в самую настоящую пизду. Поэтому, пожалуйста, если вы будете играть в это своими компаниями, либо просто решите потестить, обязательно включите вот этот эпизод в свои игры, потому что он, наверное, ради него все и делалось. Ну, как мне показалось. Собственно, и прежде чем официально попрощаться и сказать спасибо нашим зрителям, я хотела бы озвучить, кто таки получает купон на, собственно, купоны в $10 на ДТРПГ. Из игроков или из нас? Из нас. Мы попросили зрителей проголосовать в чат, чтобы все-таки узнать, кто достоин. И, как мне пишет Ева, зрители голосуют за Йохана и его ядерную бомбу. Бау! Мастерский произвол. Нет, все честно. Большое спасибо, зрители. Правда, большое спасибо. У тебя Войцех. просто это маска. Да. Извини, пожалуйста. Войцех, я жму тебе твою диктаторскую руку через наш виртуальный диктаторский экран. Отогнусь. Ты был неподражаем, как и вы все, господа и дамы. Вы действительно, вот я прям наслаждалась, играя с вами. Мне всегда везет на хороших игроков. Мне прям плохих было очень-очень мало когда. А на этом, наверное, я с вами всеми попрощаюсь. Большое вам спасибо за то, что поучаствовали. Зрители, огромное спасибо за то, что слушали нас, за то, что комментили, голосовали. Мне это очень-очень приятно. Я потом буду пересматривать стрим, пускать теплую слезу радости и, собственно, буду этим скрашивать свои очень грустные иногда вечера. Большое спасибо. И на этом я, пожалуй, завершаю нашу трансляцию. Всем пока! I just want to start a flame in your